Леопард украл маленького львенка и забрался на дерево. То, что произошло дальше, разобьет вам сердце. С первыми дождями сезона безжизненные просторы долины Мара ожили. Небо, словно расколотое молнией, пролилось ливнем, который превратил пересохшее русло реки в ревущую бурю воды и грязи. Лужи быстро соединялись, образуя стремительные потоки, что несли вырванные с корнем кусты, ветви и обломки древних деревьев. Ветер гнал волны по саване, и даже самые высокие травы стелились к земле, как будто пытаясь укрыться. В расщелине между двумя красными скалами пряталась молодая леопард по имени Ная. Лишь несколько дней назад она родила крошечного детеныша, и с тех пор весь ее мир сосредоточился на этом маленьком, трепещущем комочке жизни. В эту ночь она прижимала малыша к себе, вылизывала его мокрую шерсть, стараясь согреть и защитить от нарастающего холода. Она не заметила, как вода подступила к их пещере, пока холодное дыхание наводнения не ворвалось внутрь со страшным грохотом. В мгновение ока поток сорвался в расщелину, разметав сухие листья, залив пол каменистой пещеры мутной жижей. Ная попыталась поднять детеныша в зубах, чтобы затащить на дерево за входом, но волна ударила с такой силой, что вырвала его из пасти и понесла в клокочущую бездну. Она бросилась следом, не чувствуя боли от ударов веток и камней, крича так, как никогда не кричала прежде, но все, что видела вокруг — клубящаяся грязь и водовороты, скрывшие ее дитя. 3 дня не прекращались дожди. Когда вода наконец ушла, земля осталась изрезана новыми руслами и завалена обломками. Изможденная, промокшая до костей, Ная обыскивала берег, пока не нашла по запаху маленькое тельце под вывороченными корнями старой акации. Она не издала ни звука, лишь легла рядом, обвив мертвого детеныша лапами, как если бы могла вернуть тепло своим телом. Слезы катились по ее морде и впитывались в ее пятнистый мех, смешиваясь с грязью и дождем. Она оставалась так долго, что ночь дважды сменяла день. Ветер пел над равниной свою печальную песню, а где-то вдалеке перекликались гиены. Когда наступил 3-й рассвет, Ная поднялась и, тяжело ступая, пошла прочь от размытых берегов. Она шла без цели. Ее золотистые глаза стали тусклыми и полными бесконечной тоски. Она больше не охотилась, лишь медленно бродила по саване, где каждый шорох напоминал ей о потерянном малыше. Но однажды, ближе к закату, когда розовый свет солнца заливал выжженную траву, Ная услышала хриплый рев львов, доносившийся из низины. Она осторожно подобралась ближе и, укрывшись за кучей поваленных ветвей, увидела прайд, рвущий тушу огромного буйвола. Мясо рвалось с хрустом, кровь стекала по их мордам, но никто из львов не заметил тонкий жалобный писк, доносившийся с другой стороны поляны. Ная напрягла слух и увидела крошечного львенка, свернувшегося в комок у тела мертвой львицы, которая погибла при охоте. Его шерстка была грязной и всклокоченной, глаза широко раскрытыми от страха, но никто из львов не обращал на него внимания. Они ели, не замечая его, словно он был пустым местом. Сердце Наи болезненно сжалось. Этот жалкий плач звучал так же, как последний зов ее детеныша в бушующем потоке. Она сделала шаг вперед, потом еще осторожно пробираясь к малышу, хотя все в ее инстинктах кричало об опасности. Но она не могла остановиться. Когда она достигла львенка, он прижался к земле, задрожал, но не издал ни звука, только его глаза метались от ужаса. Ная наклонилась и схватила его за шею, осторожно, как поднимала своего детеныша. Никто из прайда не заметил, как она, прижимаясь к земле, отнесла львенка прочь. В безопасном месте под широкими ветвями дерева она положила малыша на сухую траву
и начала вылизывать его покрытую грязью шерстку. Львенок тихо вскрикнул, ощутив тепло, и начал жадно тянуть молоко, которое у Наи вдруг пришло вновь, хотя она думала, что его не осталось. С того момента львенок получил имя — Симба. С этого дня Ная стала для Симбы всем. Она обучала его охоте, научила чувствовать направление ветра, различать звуки ночи, замирать на месте при шаге хищника. Симба был сильнее обычных детенышей леопардов, но менее ловок в лазании. Он упорно старался, цепляясь большими лапами за стволы деревьев, и с каждым днем его движения становились увереннее. Он учился быстро и с азартом, и вскоре, когда они вместе загнали и поймали первого кролика, Ная разделила с ним мясо, не сводя с него гордых глаз. Проходили недели. Симба рос и креп, его рычание становилось все глубже, и его взгляд все чаще устремлялся к линии горизонта, туда, где вдалеке бродили настоящие львы. Но каждый вечер он возвращался к дереву, где Ная ждала его, и под светом полной луны они лежали бок о бок, делясь теплом, как одна семья. Однако в сердце Наи зреет тревога. Она знала, что день расставания близок. Она ощущала, как возрастает его сила, и понимала, что Симба должен найти свое место в этом мире, среди своих сородичей. Однажды утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, она почувствовала, что пришло время, и повела Симбу дальше, чем когда-либо раньше, через колючие заросли к месту, где за дымкой жаркой равнины простиралась новая земля. Там, у подножия скал, отдыхал прайд львов. Симба зарычал низко, но Ная лишь мягко коснулась его носом, давая понять — решение за ним. Он посмотрел на нее, его взгляд был полон вопросов и грусти. Потом медленно развернулся и пошел к прайду. Несколько взрослых львов подняли головы, обнюхали его и через несколько напряженных мгновений начали играть с ним, как с одним из них. Ная стояла на холме и смотрела долго, пока не была уверена, что его приняли. Тогда она отвернулась, скрыв слезы, и тихо растворилась среди трав. Прошло много времени. Иногда, в особенные дни, когда луна поднималась особенно ярко, к старому дереву приходил взрослый лев с сильным телом и глазами, в которых мерцали оба мира — львиного и леопардового. Он подходил к Нае, касался носом ее морды и молча ложился рядом, и в эту ночь они дышали вместе, как мать и сын, соединенные невидимой связью. Ная чувствовала, что Симба находится в безопасности — и что ее забота о нем была не напрасной. Теперь, когда она смотрела на звезды, ей казалось, что каждая звезда — это ее малыш, светящийся в ночи, напоминая о том, что даже в самые тяжелые времена жизнь все равно продолжается. Иногда она догадывалась, что Симба иногда смотрит на те же самые звезды и помнит о ней, о том, кто спас его от бездны, кто научил его тому, как быть сильным и смелым. Она надеялась, что он не забудет ее уроки и будет охранять память о ней, как она охраняла его. Симба все больше времени проводил с прайдом, а затем однажды засобирался на охоту, как будто это была часть его наследия. Он знал, что в этом мире нужно быть осторожным, и не раз его инстинкты выручили его из опасных ситуаций. Ная знала, что он становится ближе к тому, чтобы стать настоящим львом, но у нее оставалась надежда, что он все равно будет помнить о ее уроках и о том, как важна семья, даже если она не такая, как кажется. Прошло несколько лун, и в сердце Наи возникло смятение. Со временем, когда Симба становился все более уверенным, она чувствовала, как воодушевляет его связь с прайдом. Но каждый раз, когда он в очередной раз уходил на охоту, в ее душе раздирало чувство потери и тоски. Даже среди множества львов, которые были его новыми друзьями, особое место всегда занимала Ная. В один судьбоносный день, когда на саванну обрушилось палящее солнце,
Симба, находясь в самой гуще прайда, вдруг заметил, что среди львов появляется хищник. На моменте, когда другие львы погружались в охоту, он оказался в эпицентре хаоса. Симба ощутил мощный инстинкт защиты, который в его сердце пробудила Ная. Он знал, что должен был защитить свою новую семью и напомнить себе о том, чему его учили. В тот момент он решил действовать, как когда-то его научила Ная. Быстро оценивая обстановку, он пополз в траву, принимая вид. Лев, который был ниже по рангу, хотя и лучший воин, взревел, и другие львы отвлеклись. Симба нашел нужный угол, чтобы остаться в безопасности и неожиданно атаковать. Смерч древнего инстинкта отразился в его сердце. Он схватил противника за заднюю лапу и тут же развернулся. По мере того, как другие львы настроились на боевую волну, Симба почувствовал, как должно быть, когда он выступает в роли защитника. Он быстро смотрел на всех свои действия и принял решение как настоящий лидер. В этот момент он осознал, что Ная могла бы гордиться им, что он не только охотник, но и защитник своего стада. Прошло много времени с тех пор, как Ная отпустила его, но каждый раз, когда луна поднималась высоко на небе, он искал ее взгляд, не придавая памяти о том, как она его спасла. Но в этом стремлении к тому, чтобы найти ее, он также понимал, что его жизнь теперь с луной, его семью, его прайдом, светоотражающим на звездах. И вот однажды, когда он возвращался после охоты с молодыми львами, ему повстречались два путешественника. Это были старые и мудрые звери, которые были знакомы с родиной Наи. Они рассказали Симбе об удивительных историях о ее детстве, ее смелости и том, как она защитила свою семью от угроз. Эти истории глубоко тронули Симбу, и он обещал в своем сердце, что будет хранить память о Нае живой, передавая ее уроки следующему поколению. Несмотря на всю силу новых связей, Симба всегда ощущал теплое место в своем сердце для Наи, его первой матери. Теперь он знал, что хотя они и разошлись, любовь не исчезает с расстоянием, и память о них раскрывается в каждом новом опыте, как яркое пламя, которое горит в его душе. Когда же пришла пора, и Симба стал самцом, он передал свои знания о выживании молодым львятам, закладывая крепкий стержень о том, как важно защищать своих близких и оставаться верным своим корням. Эта преемственность стала новой основой для прайда, и в каждом молодом льве звучали воспоминания о Ная, ее бесконечной любви и самопожертвовании. И хотя они больше не были вместе, каждый раз, когда Симба сидел под ночью, полную звезд, он чувствовал, как эта связь никогда не порвется. Ная навсегда оставалась в его сердце, как первой любви, которая учит в жизни главному — то, что действительно ценно. История эта станет вечной, как воспоминание о любви, защите и бесконечной важности семьи, что со временем лишь укрепится, проходя испытания и выходя на новый уровень, как сама саванна, что будет продолжать жить, растет и восстанавливается, пройдя сквозь горечь и радость. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Насколько она трогательна и поучительна? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.